В этом видео вы узнаете про этапы отношений, так как любые отношения проходят этапы, и полезно их знать. Первый этап, называется он романтический. Длится он от 0 до 3 лет в среднем. В этот момент в теле человека происходит просто гормональная буря, химия, влюбленность. Это еще не любовь, любовь это другое, здесь именно влюбленность, когда чувства прям захватывают, утром просыпаешься, мир кажется таким прекрасным, и он таким идеальным. Ты не видишь в этот момент в нем никаких недостатков. А даже если осознаешь, что они есть, то они тебя не раздражают. Просто он какой-то волшебный. И период этот волшебный, и мужчина кажется в этот момент волшебным. Но этот этап заканчивается, и начинается следующий этап. Следующий, второй этап, называется этапом борьбы. Все недостатки становятся видны, гормоны уже не такие фееричные, начинает раздражать что-то в нем. Есть разочарование, может быть, я не того выбрала. И вообще, понимаете, после вот этих волшебных эмоций, вот этого гормонального всплеска, эйфории, ты попадаешь в норму, в среднестатистическое свое состояние, но после вот этого подъема вниз оно кажется каким-то неприятным. Поэтому чувства здесь неприятные. Этот этап нужно прожить правильно, тогда есть шанс перейти на следующий этап, где начинается, собственно, любовь. То есть это переходный момент. И в этом этапе случается больше всего разводов. Итак, следующий этап называется этапом стабильности. Но вы приходите в него из прошлого этапа борьбы только в случае, если вы смирились с тем, что партнер не такой, как вы, что как раньше не будет, что его нужно принимать целиком таким, какой он есть, тогда только вы попадаете в этап стабильности. Этап стабильности очень комфортный, и в этой зоне комфорта можно застрять на долгие-долгие годы и никогда и не перейти к следующему этапу. Вот такой момент: внимательно, застревать здесь не надо, там дальше будет еще интереснее. Смиритесь с тем, что все он такой, все хорошо, нам стабильненько, но подумайте о том, что хочется еще больше. И здесь от желания еще большего могут прийти новые чувства, точнее, как, знаете, новая волна накрывает, и ты опять попадаешь в химию, она немножко другая уже, ты видишь его недостатки, все, но это какое-то уже тепло, привязанность, и, то есть это классные чувства, но немножко другие, но тоже окрыляют. Идем дальше. Следующий этап называется этапом обязательств. Если вы прошли этап стабильности, готовы взять на себя уже обязательства про то, что вас объединяют отношения, это некая связь, и вы берете на себя обязательства быть рядом с человеком, принимать его таким, какой он есть, какие-то обязательства за ваше совместное что-то. Вот психологи, кстати, рекомендуют возводить семьи, жениться именно на этом этапе. Ведь многие люди идут в ЗАГС на первом этапе влюбленности. Он же длится до 3 лет, как помните, я говорила. И очень много пар создается в первые 3 года. И не проходят дальше вот эту вот фазу роста. Кстати, этап обязательств – это фаза именно взросления ваших отношений. Ведь обязательства могут брать на себя взрослые люди. То есть здесь уже приходится взрослеть. И вот здесь бы классно как раз-таки и жениться, и в ЗАГС идти. Но случается в жизни иначе. Если вы проходите удачно эту фазу, берете на себя обязательства, а именно, что ты мне нужен, я принимаю тебя таким, какой ты есть, я вижу тебя и с твоими достоинствами, и с недостатками, и все равно я с тобой вместе. Тогда вы переходите на следующую стадию. Следующая стадия называется этап совместного творчества. Здесь вы хотите стать командой, то есть в вас просыпаются такие чувства, которые толкают вас на какие-то командные действия, совместные. Это может быть желание вести бизнес совместно, строить новый дом. Если пара очень хочет построить новое гнездышко вместе, с нуля, выбирать мебель, вот этим вот всем заниматься, скорее всего, они находятся на этапе творчества. Это, кстати, последний этап отношений. Иногда, правда, бывает, что с какого-то этапа вы можете переходить в другой, уже прошедший ранее, опять там что-то дорабатывать, доформировать в ваших отношениях, возвращаться на другой. То есть это не линейное действие, а могут быть разные волны и качели.
Этап творчества. Здесь вы что-то творите вместе. Может быть, строите дом, как я сказала, может быть, бизнес, может быть, семьей занимаетесь как проектом. Вместе генерите. Очень классный этап наслаждения творчества, когда вы вместе отдаете свои действия для построения чего-то третьего, но есть важный момент. Здесь часто есть риск, что люди забывают про друг дружку, про то, что нужно вместе, друг другу, не третьему проекту, а вместе, как раньше. Вот важно на этом этапе не забывать все-таки проводить вместе время вдвоем не ради третьего-то проекта. Ребенка еще могут назначать проектом, и это очень-очень вредно для ребенка, когда на него вваливаются все свои ожидания. Поэтому какой бы там проект у вас ни был на этой стадии, иногда отодвигайте его в сторонку и посвящайте время друг дружке, а еще не забывайте отодвигать и друг дружку тоже и посвящать время самому себе. Если вам понравилось это видео, то прямо сейчас обязательно ставьте лайк, чтобы другие люди тоже его увидели. Подписывайтесь на канал, и если есть вопросы, пишите их смело внизу в комментариях. Читаю ваши комментарии, отвечаю с удовольствием на ваши вопросы. Пока!